Всем привет, это Слава! Вы на канале Секреты жизни за границей. И сегодня у нас необычный день, потому что мы едем прививаться. Мы едем делать прививку от ковида. У нас на работе это настоятельно рекомендовано обязательно, поэтому разговоры о том, насколько это необходимо или нет, мы не обсуждаем, потому что нас обязуют это делать. Мы забронировали себе рандеву на территории Дубай Паркс. Есть много мест, но в этой точке нам дало ближайшую дату, поэтому сейчас вам все подробно расскажу, как это делается, как это выглядит и так далее. Ну что, если вы готовы, поехали! Начнем с того, как же протекает у нас карантин. В Объединенных Арабских Эмиратах и в частности Эмирате Дубай ношение маски носит обязательный характер. Как только вы вышли за пределы своего дома, вы обязаны носить маску. Везде. Лифт, общественный транспорт, магазин, улица, везде вы должны быть в маске. Есть ряд исключений. Основные из них. Если вы едете в машине, семья из 2 человек, если вы на пробежке, если вы на пляже, когда вы зашли на территорию песка, плавать в бассейне, в заливе, если вам противопоказано ношение маски, есть справка от доктора, если вы ребенок младше 6 лет, если вы кушаете, пьете или курите. Если не ошибаюсь, вроде вот это и все правила. По прилету Эмираты запрашивают у вас ПЦР-тест. В зависимости от того, из какой вы зоны прилетели, могут делать повторный ПЦР-тест уже в аэропорту. Эта услуга бесплатная, она у вас много времени не отнимает, а результаты приходят в течение суток в виде смс-очки на телефон. Также везде правила о социальной дистанции 1,5-2 метра. Ограничение на проезд в автомобиле, если я не ошибаюсь, его еще так и не убрали, то есть не более 3 человек может находиться. Ограничение на количество проезжающих в лифте, такие шторочки в ресторанах, разделительные стекла. То есть, по сути, властями Эмирата сделано все, чтобы вы, находясь в стране, могли пользоваться всеми социальными местами. Если же вы резидент страны, у вас должно быть скачано вот такое приложение, в котором отображаются все результаты тестов на коронавирус. В моем случае уже даже указана дата первой дозы вакцинации. Давайте об этом поподробнее. У нас уже привились почти все наши знакомые коллеги. Они это делали еще до того, когда нужно было обязательно брать рандеву. Раньше это было по живой очереди. Мы уже приезжали месяц назад сюда, так как нам говорили, что здесь делают без рандеву, то есть без предварительной записи. Раньше, если вы приезжаете с супругой, либо дочерью, то есть кто-то есть из женщин, вас пропускали вне очереди. К сожалению, нас вернули обратно, потому что с того момента уже нужно было именно по предварительной записи. Где мы это сделали, как мы записались, я вам чуть позже расскажу. Итак, законы у нас в Дубае меняются каждый день, поэтому на 20 июня нужна была предварительная запись на каждого прививающегося. В приложении выбираете доступную дату, удобную для вас, один из адресов в списке и получаете вот такую форму и смс-очку на телефон. Мы выбрали локацию Дубай Паркс, потому что это, скажем так, удаленный район от города, и мы надеялись, что будет мало людей, но нетушки. Первая точка – это чекпоинт, на котором охранники проверяют на вашем телефоне наличие смс с бронью. Друзья говорили, что после 9 вечера очередь уменьшается, но это такое, это непроверенная информация. Что вам нужно иметь при себе, это ID и телефон с смс-очкой. Машины, едущие по встречке, это те, у которых нет предварительной записи, как и мы месяц назад. Первый чекпоинт мы проехали минут за 15, чего, к сожалению, не скажешь о втором.
Мы уже проехали пост, скажем так, как таковой, ждем очередь, я так понимаю, на парковку, стоим в очереди уже минут 15, не знаю, сколько это еще будет длиться. Все наши товарищи, которые уже привились, они говорят, что, ну, каждый, конечно, по-разному переносит эту прививку, но многим становилось довольно-таки плохо, в плане слабость появлялась, ухудшение самочувствия, и говорят, что рука, в которую делают прививку, очень болит, ее практически нельзя, скажем так, использовать в работе. Поэтому, во-первых, рекомендуют не делать обе прививки в одну и ту же руку. Кстати, у нас 2 дозы будет, вторую дозу дают через 21 день. Вот, поэтому выбор ваш, в какую руку делать. Зачастую в одну и ту же руку, к сожалению, не делают. Говорят, что вторая прививка проходит более болезненно для места ее прививания, скажем так, для руки. Поэтому многие рекомендуют делать первую прививку в правую руку, потому что это легче проходит, а вторую прививку уже делать в левую руку. Но мы посмотрим, что нам скажут на месте. Прививку, когда вы резервируетесь, вы выбираете сами. Мы выбрали BioNTech. Это идет как продукт, сделанный в Германии. Поэтому надеемся, что будет хорошее качество с минимальными последствиями. Согласно Википедии, а вы понимаете, кем она написана, вакцина была разработана немецкой биотехнологической компанией при сотрудничестве с американской и китайской. Вводится внутримышечно. Для вакцинации необходимо ввести 2 дозы с интервалом в 3 недели. Вакцина была испытана на тысячах людей в августе и сентябре 2020 года, при этом о серьезных побочных эффектах там не сообщалось. Потенциальная эффективность вакцины более 90%. Бла-бла-бла. Шла 45-я минута ожидания. Они развлекались как могли. А вы больше любите котов смешных или собак? Мы так не привыкли к местной логике и логистике. О чем это я? Правый крайний ряд для семейных резидентов. То есть, если в машине есть хотя бы один человек женского пола, вы едете без очереди. Где бы там написано? Нигде. Как сказал супруг, перед тем, как ехать вакцинироваться, найдите себе девушку. Это сэкономит вам как минимум 1:20 времени. Мы приехали к первым шатрам, в которых делают Pfizer вакцину. Шатры с китайской вакцинацией находятся чуть дальше. Мужчины и женщины заходят вместе без разделения. На входе охранник у вас сверяет ID с СМС-подтверждением брони и дает вам талончик в очередь. Внутри видео и фотографии запрещены, поэтому мы кое-как постарались там что-то заснять. После регистрации и получения электронной очереди вы проходите в следующее помещение, где ожидаете уже возле указанного кабинета, когда вас вызовут. Вся процедура заняла на минут 10 времени. Меряют давление вам, заполняют анкету, 1 экземпляр, который в папочке вам выдают на руки. Доктор была очень вежливой и приятной, все абсолютно проговаривала, а также на стенах продублирована вся подробная информация. Ну что, мы сделали прививки. Когда вы заходите, вас проверяют ID, проверяют на телефоне то сообщение, которое вам приходило, и дальше уже, если вы семейный, то есть если при вас есть женщина или ребенок, вы вне очереди регистрируетесь, и после этого уже идете непосредственно на прививку. Там они все подсказывают, помогают. На прививке вы заполняете документы, там имя, фамилию, подпись, говорят о том, что нельзя массажировать, если у вас будет головная боль, слабость и так далее. То есть это нормально, но если вдруг вам станет намного хуже, то можно приезжать и обращаться за помощью сюда.
Мы были в центре, на территории Dubai Parks. Здесь открытая бесплатная парковка. И так как здесь рядом находится Outlet Village, который мы очень любим, мы решили заехать выпить кофе и рассказать вам еще пару важных моментов и резюмировать основные пункты. Мы сделали прививки, заехали в Outlet Village немножко остыть, потому что пока мы дошли от палатки до машины в адской жаре. Вот, и я вам сейчас расскажу все подробненько, как это все происходило. Ну что, мы сделали прививки, как видите, и мне, и супругу укололи в левую руку. Вот, что касается всей этой системы. Мы не любители Эмиратов в плане логики, которая здесь отсутствует, на наш взгляд, и по сей день она отсутствует везде. Мы простояли 1:20 в очереди, и как выяснилось потом, что есть отдельный въезд для семейных, то есть это значит те, кто с семьей, те, кто с детьми и с супругой. Нам об этом чисто случайно сообщили ребята в машине, и уже там буквально перед нами оставалось машин 5, и мы пробрались в другую очередь. Вот. Дополнительно есть еще вакцины китайские, они находились в соседних палатках, но мы ехали на немецкую вакцину, поэтому вот они прям везде указатель, везде повторяют о том, что это именно эта вакцинация. Внутри вам меряют давление, спрашивают, если у вас там аллергии, сахар и так далее, заполняют форму, в которой вы расписываетесь. Очень приятная женщина-доктор. Опять же, если вы идете с семьей, вам дают женщину-доктора. Вот, после чего нам сказали, что после прививки 28 дней должно пройти, после чего вам должна прийти смс-очка. Вот, сделали вакцинацию, ее нельзя массажировать. Побочными эффектами могут быть головная боль, тошнота, головокружение, немного повышение температуры. Это, говорят, все нормально. Но если вдруг вам сильно-сильно стало плохо, то можете обращаться в больницу или в этот же центр. После этого вас отправляют подождать минут 15, что нас очень порадовало. Вы в коридорчике сидите, смотрят на то, как ваш организм реагирует, и после этого вам еще раз говорят все возможные симптомы, спрашивают, как вы себя чувствуете, и уже отправляют домой. То есть у нас 1,5 часа заняло ожидание, и вот вся процедура от вхождения в палатку до выхода, это заняло все минут 20 от силы. Прошли уже сутки после прививки, что по ощущениям? Да, немного болела рука, такая ноющая боль, немного болела голова, но это все было в очень легкой степени. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите отзывы и мнения. Если не понравилось, переходите на канал, где много видео на другие темы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. И я желаю здоровья вашим близким. Пока-пока!